Всем привет! В этом видео я хочу рассказать об односторонних спусках, также именуемых стамеской, благодаря одноименному деревообрабатывающему инструменту, имеющему такую же геометрию. По-английски эта геометрия называется Chisel Grind. Мы обсудим особенности такой геометрии на ножах, и во второй части этого видео я поделюсь с вами моим опытом в заточке таких клинков. Клинок с односторонними спусками всегда будет оправдывать свое название тем, что с одной стороны он будет иметь выведенный под углом спуск, а вторая его сторона будет представлять из себя ровную плоскость. Неважно, какой высоты спуск, с какой стороны он сформирован, противоположная сторона всегда будет плоской. Это вот традиционный японский хозяйственный нож, также имеющий одностороннюю геометрию. И перевернув его, мы можем наблюдать ровную поверхность. Клинки с односторонними спусками также могут отличаться друг от друга по своей геометрии, например, по высоте тех же спусков, но здесь все очень сильно перекликается с обычной стандартной двусторонней геометрией. Например, если мы имеем очень высокие прямые спуски, то так же точно, как и в обычных ножах, мы получим более резучий клинок. Если спуски более низкие, то мы потеряем в резучести, но выиграем в стойкости режущей кромки. Все практически то же самое, что и в обычном ноже. Клинки с односторонними спусками часто не имеют подводов, то есть они сведены практически в ноль. Но опять же, если посмотреть внимательно, то односторонние спуски, которые сведены в ноль, это спуски, которые не имеют большой высоты. То есть вот такой нож, сведенный в ноль, будет иметь очень слабую режущую кромку. Поэтому здесь требуется подвод, что здесь в принципе и имеется, можно заметить. А на таком ноже можно сделать спуски в ноль. И как бы будет казаться: вау, на стамеске сведение в ноль, блин, такая нереальная резучесть. Но с другой стороны, если взять очень похожий нож с двусторонними спусками, с примерно такой же высотой этих вот спусков, в частности вот скандинавскую геометрию, это очень интересный нож, я уверен, многих заинтересует, называется Tops Brothers of Bushcraft Fieldcraft. Но опять же, что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что спуски сходятся в ноль без никакого подвода. Поэтому, вот, скажем, вот такой вот нож со сведенной в ноль стамеской, это практически половина вот такого вот ножа. То есть все это давным-давно присутствует на ножах с двусторонними спусками, и здесь нету никакого откровения. Значит, но все-таки закономерно будет вопрос, да, то есть ведь такое строение клинка, оно создает очень сильный контраст с тем, что мы обычно привыкли видеть на более традиционных клинках с симметричными двусторонними спусками. И поэтому сразу же спрашивается, в чем вообще как бы прикол, преимущества, недостатки, особенности вот этих вот таких вот странных односторонних спусков. Значит, и
Самое главное, наверное, единственное отличие именно в работе этими ножами, это отличие в характере реза. Давайте немножко попытаюсь как бы показать вот те отличия, попытаюсь их объяснить. Клинок с симметричными двусторонними спусками, он задуман для того, чтобы резать максимально ровно. То есть вот мы входим в какой-то материал, и сопротивление с двух сторон у нас одинаковое, и мы, наш клинок, он входит ровно в материал. Это качество, оно отсутствует на клинках с односторонним спуском, но в то же время по умолчанию в них получается заложено такое свойство в изменении траектории реза. То есть изначально, когда мы начинаем что-то резать этим ножом, мы знаем, что клинок будет уводиться в ту или иную сторону. В какую из сторон будет уводиться наш рез, зависит от того, с какой стороны сформированы спуски. То есть они могут быть сформированы слева, например, вот как на Эмерсоне, и могут быть сформированы справа, как на Смайле. И это играет, ну, я бы сказал, критическую роль. Вот, если вы собрались выбрать себе нож с односторонними спусками, очень внимательно подойдите к этому и обратите внимание, с какой стороны выведены ваши спуски, потому что ну, это будет отличаться кардинально. Я лично считаю, что для правши более предпочтителен спуск, который сделан вот с правой стороны. То есть вот если я держу вот так нож, вот здесь вот спуск. На Эмерсоне я лично считаю, что это спуск, который сделан для левши. Почему я так считаю? Давайте немножко поговорим о вот этом вот уведении этого клинка и о его резе. То есть вот когда мы прорезаем какой-то материал, соответственно, с плоской стороны у нас практически нету абсолютно никакого сопротивления. А со стороны, на которой у нас выведен спуск, если спуск низкий, у нас тем более есть вот это вот ребро, которое тут же упирается в материал. И если спуски высокие, этого ребра нету, все равно эта вот вся плоскость, она находится под углом и создается трение о прорезаемый материал. Поэтому нож с односторонними спусками, его при резе, если вот просто пытаться ровно резать, его всегда будет уводить в сторону плоской части, потому что здесь нет сопротивления, то есть нож будет всегда уходить вот так. А Эмерсон, соответственно, будет уходить в эту сторону. И вам придется, ну скажем так, если вы хотите резать вот как раньше, обычным ножом, вам придется корректировать свой рез. Я не знаю, если у меня получится сделать это на столе. Я попытаюсь так вот показать это на деревяхе. Например, Смайл. Вот я начинаю резать, он сразу вгрызается в древесину. Это вот правосторонний спуск для правши. Да? Вот это вот левосторонний спуск Эмерсона. Я вообще не могу. Он у меня выскальзывает. На древесине это очень-очень наглядно видно. Вот, вы видите, как зашел в материал, как вгрызся Смайл. Все, он не может выскочить. Даже если у меня нет силы протолкнуть его дальше, он не соскочит. А Эмерсон, он как не знаю, как намыленный просто выскакивает. О том, почему Эмерсон делает свои спуски именно с левой стороны, я думаю, можно поговорить даже в отдельном видео, но на самом деле, честно вам скажу, что спуск, который сделан с левой стороны, если вы правша, то вот с точки зрения вот производителя, который делает такой вот спуск для правши, это тупость и это чистые понты. Потому что как бы часто люди рассматривают свой нож именно вот с этой стороны, и вот ну, сторона со спуском она более красивая. Вот.
на ней можно нанести свой логотип, и это чисто для понтов. Даже сам Эмерсон, насколько я знаю, в одном из своих интервью, когда его спросили об этом, ему сказали, ну, то есть, твой нож, он плохо режет, то есть, он плохо подходит для правши. То, что он сказал, понимаете, ну, Эмерсон, конечно, такой понторез, там, мега боец. И он сказал, понимаете, мои ножи не созданы там для какой-то оголимой деревяхи там, или для продуктов. Они созданы там, чтобы убивать людей, а там, в принципе, неважно, с какой стороны у вас будет спуск. Ну, это все понятно, но сделай он спуск с правой стороны, и он бы, ну, на мой взгляд, бы улучшил производительность и, ну, вообще впечатление от работы своими ножами. Теперь, ну, опять же, продолжаем с тем вопросом, в чем же как бы преимущество этой стамески, да, если их вот это вот уводят в разные стороны, вгрызается, не вгрызается, что с этим делать. Вообще, основные применения односторонних спусков, которые я знаю, это вот на стамесках, на вот этих вот деревообрабатывающих инструментах. Там это очень важно, чтобы стамеска входила глубоко или снимала вот стружечку именно на ту глубину, которая тебе нужна. Да, там это важно. И вторая сфера, в которой я знаю применение таких ножей, это японская кухня. У японцев есть много разных кухонных ножей с односторонними спусками, но предназначение у этих ножей очень специфическое, то есть они созданы там для разделки какой-то рыбы, для нарезки там суши. То есть это строго определенные вещи, это не какие-то универсальные ножи. И вот, ну, в этих вот двух сферах, то есть вот на стамесках, опять же, стамеска это далеко не нож, это инструмент, который имеет режущую кромку, но это не нож. Он режет дерево, и есть кухонные ножи японские, которые режут, ну, грубо говоря, рыбу. И для них это удобнее. Опять же, на японских ножах вот спуск, он всегда именно с правой стороны для правши. Что тоже немаловажно, японцы, которые пользуются этими ножами уже, не знаю, веками просто, они-то знают, что левый спуск, он, ну, для правши он просто не годен. Вот. Но тут вмешивается такой интересный момент, что, ну, вот с подачи вот дяди Эмерсона, дяди Энтони Морфеоне, которые ввели очень много моделей со стамесочной заточкой. У Эмерсона это просто целый ряд моделей, вот CQC7, и Commander у него есть стамеска, и еще много разных других. То есть некоторые он выпускает и с обычной V-образной геометрией, некоторые только в стамеске. И Морфеоны, которые штампует свои Sacom элиты, то есть очень много модификаций именно со стамеской. И поэтому, ну, это такой очень интересный ход. Стамеска приобрела еще славу такой какой-то мега боевой, страшной, смертельной, разрушающей геометрии. С чем я лично, например, готов, ну, очень сильно поспорить, потому что ножи эти в основном полочники, и, ну, вообще я не представляю, как бы, кто сравнивал то, насколько там стамеска там круче прорезает там, я не знаю, горло, чем обычная двусторонняя вот такая вот заточенная сибента, да, сравнить ее с вот этим вот CQC7, ну, очевидно, кто победит здесь. Но, тем не менее, вот стамеска была вот так вот по-тихому внедрена на ножевой рынок и в строго вот таком вот боевом формате, что, ну, лично меня в основном больше смешит.
Вот. Но опять же, я как бы не проводил каких-то конкретных тестов в лоб, да, V-образность против стамески именно там на прорезание какой-то биомассы. Вот. Далее стамеске как бы присуждается очень, ну, не очень много, но несколько различных таких вот заслуг, которые я тоже хотел бы обсудить. Первое – это прочность. Прочность режущей кромки. То есть есть такое убеждение, что когда наш подвод он с одной стороны, то есть вот мы точим только с одной стороны, то режущая кромка, она получается более прочная. То есть если просто говорить как бы обычным таким вот образным языком, то вот режущая кромка вот такая вот, да, ну, предположим, что это режущая кромка. И режущая кромка, которая вот такая вот, несмотря на то, что угол этот равен этому, то есть вот эта вот она более прочная. Ну, вот это мне, например, непонятно. То есть здесь мы, получается, точим там под 20 градусов с каждой стороны, а тут под 40 сразу как бы с одной стороны затачиваем и все. И вот это вот почему-то будет прочнее. Я не знаю. Я не знаю, мне трудно с этим спорить, но это одна из особенностей, которые я должен был упомянуть. Дальше у нас идет легкость заточки. Ну, более подробно о заточке, как я уже пообещал, мы поговорим в видео, в котором я буду точить вот этот вот Эмерсон, пострадавший в хардюзе. Вы видите, какие тут сколы. В общем, придется поработать, и будет видно, насколько легка в заточке стамеска. Но, тем не менее, уже сейчас я могу сказать, что очевидно, тогда, когда вам приходится протачивать только одну сторону, а с другой вы только снимаете заусенец, понятное дело, что такой нож по каким-то трудозатратам точить легче. Это не значит, что его точить просто. Его легче точить, но нужно знать, как его точить, поэтому вот я и решил сделать вообще вторую часть. Это правда. Ну и третья часть — это такое вот, ну, какие-то вот убеждения о каком-то таком вот непредсказуемом поведении стамески вот в тот момент, когда она врезается как-то в биомассу, например, на поражение вот живой силы. То есть вот что она, ну, наносит какие-то очень такие рваные раны. Ну, наподобие можно это сравнить, да, вот обычный патрон от автомата и патрон со смещенным центром тяжести, который вот там все разрывает, какие-то внутренние органы. Так вот и как бы о стамеске вот идет такая вот слава. В принципе, вполне может быть, но все это нужно проверить. Это все на данный момент, ну, лично для меня, как входит в разряд таких мифов. Еще так вот интересно, как бы те же Эмерсоны и Макротеки — это далеко не дешевые ножи, я бы даже сказал, очень дорогие. И вот эта вот стамеска, она преподносится как вот такое что-то вот боевое, крутое, бла-бла-бла, накручивается очень сильная цена. В тот момент, как реально в производстве односторонний спуск, он гораздо проще, как и в заточке. То есть в тот момент, когда вам нужно с одной стороны спилить спуск, или вам нужно с двух сторон вывести равномерно спуск с одинаковой, скажем так, вогнутостью, чтобы вот это вот ребро, оно было одинаковое, на одинаковой высоте, ну, то есть трудозатраты в 2 раза увеличиваются. А здесь их гораздо меньше. И поэтому стоимость производства реально вот ножа с односторонними спусками, она ниже,
И я немного вот не разделяю то, что вот тот же Emerson CQC7 с двусторонними спусками и с односторонними спусками стоит одинаково. Люди просто платят вот за, мне кажется, за эту вот раскрученную такую легенду и до конца не проверенную. Ну что, я думаю, в принципе, стало понятно, что такое односторонние спуски, чем они отличаются, чем их рез отличается от реза обычным ножом. То есть будьте готовы к очень-очень большим неожиданностям. Но все-таки, если вы левша, то выбирайте себе левый спуск. Если вы правша, то я настоятельно советую взять нож с правосторонними спусками. И обратите внимание, не зря все российские производители, тот же вот Николай Ежелев, Владимир Ливанов, который делает смайлы, не знаю, тот же Кондрат, все они имеют правосторонний спуск. Единственный, у кого спуск был слева, мне кажется, это НДК, и то не на всех выпусках. Но, опять же, все это идет в угоду вот этой вот красоте, что когда человек рассматривает, да, это может показаться смешным, но это то, что для некоторых людей может сделать выбор, то есть купить нож или нет. Вот он его взял, понравился, бум, купил. Вы не представляете, сколько вообще существует людей, которые, как бы, у них есть ножи, там, коллекции, там, но они никогда не слышали там о форумах, о ножевых, о каких-то ножевых сообществах. То есть они вообще не в курсе, то есть они просто покупают ножи, которые им нравятся. И таких людей очень-очень много. Или просто человек, который что-то услышал так вот и пошел, спонтанно купил. Все. А в следующем видео... Нет, совсем забыл. В конце этого видео я хотел сделать небольшое введение теоретическое в заточку стамески. Так как в следующем видео мы уже встретимся как бы возле апекса, то мне хочется немножко пояснить некоторые моменты. Значит, как я уже сказал, у нас есть односторонние спуски в ноль и односторонние спуски, но с подводом. Вот яркий пример односторонних спусков с подводом. Видите, мощный подвод, белый. К сожалению, у меня нету какого-то ножа со спусками в ноль. Ну, здесь вот разве что. Ну, тут все равно есть такой микроподводик небольшой. Небольшой микроподводик есть, но можно себе представить, что это спуск в ноль. Я видел кастомные Эмерсоны, на которых геометрия реально, то есть вот идет клинок, и вот это спуск, он идет вот в ноль. Просто вот в ноль. Я не представляю, как он это создает. Просто, не знаю, даже на расстоянии чувствуется, что это просто какой-то скальпель. Но в основном стамеска будет, предположим, что вот это вот спуск. Я плохо нарисовал. Давайте. В основном это будет выглядеть вот так. Вот так вот идет спуск. И вот так вот идет подвод. Здесь вот я тоже нарисую под углом. Сейчас объясню почему. Вот это вот небольшое изменение. Угла. От него никуда не деться. Оно будет происходить в тот момент, когда вы попытаетесь снимать заусенец. Так как точите вы всегда с одной и той же стороны, то есть вот точите вот в эту сторону, неважно, то есть вот по этой вот плоскостью.
здесь вот будет собираться заусенец, который нужно просто снять. Вы не точите это место, как бы здесь я нарисовал немножко такую большую плоскость, на самом деле она очень-очень маленькая. Вот здесь вот на кончике смайла можно увидеть. То есть, ну, видите, это нельзя назвать каким-то подводом, это что-то микро такое, вот, которое образуется в тот момент, когда вы камнем здесь вот снимаете заусенец. Ну, казалось бы, все просто. Точишь эту часть, тут чик-чик, снял заусенец и все. Окей. На самом деле, здесь есть несколько подводных камней. Предположим, вы свои ножи точите всегда под 20 градусов с каждой стороны для удобства вычислений. Поэтому, соответственно, стамеска, она односторонняя, поэтому ее вы будете точить там, не знаю, под 40 градусов, чтобы у вас получился тот же самый угол. То есть вот здесь вот у вас будет 40 градусов. У вас будет здесь вот собираться заусенец. И теперь вам нужно камнем очень-очень как-то вскользь пройти здесь и убрать вот только сам заусенец. Под каким углом вы будете проводить свой камень. Это очевидно, что угол должен быть довольно малым, чтобы просто вот черкануть по заусенцу, по вот этой вершинке, как бы, и снять вот его. Но опять же, этот угол нужно поймать. И здесь подводные камни заключаются в следующем. Если вы выберете очень малый угол, вы начнете здесь формировать подвод. Вы начнете снимать металл немножко раньше, чем не доходя заусенца. Вот. Учитесь на моих ошибках. Обратите внимание на смайл. Вот здесь вот, видите, это я взял слишком малый угол для снятия заусенца, и я сформировал подвод, реальный подвод с другой стороны. Потом я исправился, и к кончику я уже нашел правильный угол. Но при увеличении угла, если вы превысите тот угол, который нужен для снятия заусенца, то есть, например, ваш камень будет идти вот по такой траектории, вы будете сшибать вот эту вот вершину, вот это острие, которое здесь вытачивается. То есть вот вы наточили, и тут вы сшибаете просто камнем, заворачиваете это в бок. Поэтому нужно вот прям на глазок выбирать оптимальный угол для снятия заусенца, и к этому моменту нужно очень внимательно подходить, потому что вы можете точить сколько угодно вот основной подвод, и потом, не знаю, 2 провода камнем, или вы тут сформируете какой-то некрасивый подвод, или вы просто сшибете вершину вашей стамески, и она будет тупая. Поэтому нужно внимательно это чувствовать, и я рекомендую вот этот вот момент, даже если вы точите на точилке, вот как я, вот эту вот основную часть точить на точилке, а снимать заусенец вручную, так, как говорится на американском сленге, freehand, то есть свободной рукой. Чувствовать этот момент и беречь ваше острие, чтобы его не повредить. Вот. Ну а в следующей части она будет такая уже более прикладная, вы все это наглядно увидите, когда мы будем восстанавливать наш побитый Эмерсон. Все, надеюсь, вам было интересно, спасибо за просмотр, пока, бай-бай.